сформулировали первую из двух теорем о свойствах непрерывной функции на отрезке. Это теоремы носят имя Вейерштрассе. Первая теорема гласит, что если функция непрерывна на отрезке, то она на этом отрезке ограничена. И мы привели пример, который показывает, что существенно условие именно непрерывности на отрезке. Если функция непрерывна на интервале или на полуинтервале, например, единичка, деленная на x от 0 до единицы, не включая 0, то тогда она не обязана быть ограниченной. Вот эта функция как раз не ограничена. Доказательства. Мы докажем эту теорему от противника. Мы предположим, что вот функция, которая непрерывна на АБ, давайте это напишем, что это дано. F непрерывна на АБ. Предположим, что она не является ограниченной. Мы хотим доказать, давайте напишем, что мы хотим доказать. Существует такое m, больше нуля, что для любого x из нашего отрезка AB f от x по модулю меньше, чем m. Это вот определение ограниченности. Значит, функция определена в любой точке отрезка. Более того, она непрерывна. И вот мы хотим, чтобы все ее значения можно было ограничить какой-то одной величиной. Ну вот предположим, что это не так. От противника. Значит, надо взять отрицание от всего этого утверждения. Кванторы поменяются, и в конце еще поменяются условия. Значит, для любого m положительного найдется такой x, можно написать с индексом m, чтобы подчеркнуть, что это особо выбранный x из сегмента AB. Такой, что модуль f от xm больше будет или равен m. Вот мы предположим, что это выполняется, и получим противоречие. Из этого противоречия будет следовать, что наша функция обязана быть ограничена. Раз это справедливо для любого m, давайте выберем все натуральные числа. И для каждого такого числа подберем соответствующий x. То есть возьмем m равный единице. Для него существует x1 такой, что f от x1 больше или равен единице. Возьмем m равный двойке. Для него существует x с индексом 2 такой, что модуль f от x2 больше или равен 2. Знаете что, давайте я тут напишу меньше или равно, а тут буду писать просто больше. Вот. И так далее. Если я возьму m равным какому-то n натуральному, то для него найдется такой xn, что модуль f от xn будет больше m. Итак, я получу последовательность xn. Что можно об этой последовательности сказать? Есть у нее предел? Да. Что это ради? Что бесконечность? Вот у этой может и есть предел, я не спорю. Я же про xn просто говорю. Про xn. Мы знаем только одно, что все ее элементы лежат на отрезке AB. Потому что вот тут их вот не писать, но на самом деле, конечно, всегда это должно выполняться. Итак, все элементы нашей последовательности находятся на сегменте AB. То, что она имеет предел, ниоткуда не вытекает. Она может не иметь. Но она ограничена. Да? Xn ограничена. И вот можно догадаться, почему все-таки эту теорему назвали именем Вейерштрассе. Да? Потому что сейчас мы используем еще одну теорему, которая называлась именем Вейерштрассе. Кстати, как она называлась полностью у нас? Больцана через О пишется. Некоторые писали почему-то на коллоквиуме через А. Вот.
Вейерштрассе. Из ограниченной последовательности можно извлечь сходящуюся подпоследовательность. Некоторые писали на коллоквиуме: из сходящейся последовательности можно извлечь сходящуюся подпоследовательность. Это, конечно, правда, но это слишком просто, слишком очевидно. Вот тут как раз надо было сказать, что любая подпоследовательность является сходящейся. Это квантовый круг. А вот тут только существует. То есть можно какую-то. На самом деле, конечно, их можно выбрать бесконечным количеством способов, сходящиеся подпоследовательности, но не любая будет сходиться. Значит, по теореме Бальцана-Вейерштрасса существует такой набор индексов, существует, ну давайте сразу подпоследовательность напишем, x, n, k, подпоследовательность, xn, которая сходится. Значит, x, n, k стремится к какой-то точке c, когда k стремится к бесконечности. Напомню, кстати, вот, когда я обсуждал коллоквиум, я еще про одну распространенную ошибку не сказал. Подпоследовательность плохо мы определяем. Чего-то только не писали. Вот. Главное в определении подпоследовательности, что она тоже содержит бесконечное количество элементов, и что эти элементы берутся в том же порядке, что и в исходной последовательности. То есть, конечно, сказать это длинно, но вот если вы просто вот это написали, и не забыли еще тут написать меньше и многоточие, да? Вот это было бы все, что я от вас хотел. Как себя ведут вот эти индексы, которые определяют подпоследовательность. Вот так они себя ведут, и только так. Ну так вот. Что можно сказать про значение c? Где оно лежит? На отрезке АБ. Как это можно сказать? Откуда следует? Это, кстати, ключевой момент, потому что именно здесь мы на самом деле используем то, что функция определена на отрезке. xn принадлежит АБ. Да, я могу написать так. xnk меньше или равно b и больше или равно a. Да? И перейти к пределу. Это, естественно, стремится к a, это константа. Это стремится к b, а это стремится к c. А по теореме о переходе к пределу неравенства для пределов сохраняется та же самая цель. Да? Если бы наша функция была определена на интервале, то тогда, в принципе, могло бы оказаться, да, что c оказывается или в А, или в Б. Ну, а если мы не знаем, что в этой точке функция хорошая, мы ничего доказать бы не смогли, мы бы не смогли получить противоречие. Так что вот здесь то место, где мы как раз пользуемся тем, что наша функция определена на сегменте, и что вот эта точка, к которой стремится наша подпоследовательность, она тоже входит в область определения функции, что в этой точке функция непрерывна. Итак, мы получили, что есть такая точка, в которой сходится подпоследовательность нашей вот этой хитрой последовательности. Эта точка лежит на сегменте. Значит, в этой точке функция непрерывна. Значит, c принадлежит AB, следовательно, f от x непрерывно, ну давайте просто f, непрерывно в точке c. Что это значит по определению? Что предел f от x, когда x стремится к c, существует и равен значению в этой точке. Какое-то число. Да? Какое-то число. Какое-то число. С другой стороны, мы знаем, что x, n, k стремится к c, когда k стремится к бесконечности.
критерий существования предела функции в терминах предела последовательности. Если функция имеет предел в данной точке, и если мы возьмем последовательность, которая стремится к этой точке, то давайте напишем по необходимой части критерия о пределе функции в терминах предела последовательности, мы заключаем, что f от x nk тоже должно стремиться к f(c), когда k стремится к бесконечности. Правда, в той теореме мы еще требовали, чтобы x nk не равнялось c. Но это было важно, если наша функция имела значение, отличное от значения предела. Да? Здесь у нас не так. Здесь, если мы даже предположим, что какие-то элементы последовательности x, nk равняются c, это никак не испортит предела вот этой последовательности, потому что в этих точках мы будем получать то же самое значение, что и предельное значение этой последовательности. Так что, видите, f, x, nk имеет конечный предел. А теперь давайте вернемся немножко назад и посмотрим вот на эти замечательные неравенства. Да? Из этих неравенств следует, что модуль f от x nk больше, чем nk. А когда k стремится к бесконечности, nk стремится к бесконечности. Вот, собственно. nk стремится к бесконечности. Значит, этой функции тоже деваться некуда, и она стремится к бесконечности. Даже можно сказать, что к плюс бесконечности. Видите, с одной стороны должен быть конечный предел, равный значению в этой точке, а с другой стороны из этого неравенства вытекает, что предел будет бесконечным. А? Важно, что? Нет, абсолютно не важно. Главное, что какой-то бесконечный. Можно просто написать бесконечный. Собственно, это очевидно, что плюс, потому что тут же модуль стоит. Да? То есть модуль стремится к бесконечности, но тогда и самой функции деваться некуда, она тоже будет стремиться к какой-то бесконечности. Не будет она конечным числом. Вот и все, мы получили противоречие. Мы получили противоречие. Еще раз повторяю, нам удалось это получить только потому, что вот пределы последовательности входят в сегмент, и значит гарантированно в этой точке, в точке C, наша функция является непрерывной. Мы этим активно воспользуемся. Если бы C не входила в область определения, если бы она была, скажем, на конце, то тогда то, что происходит при переходе к пределу, конечно, заранее сказать нельзя, и никакого противоречия не получится. Ну вот, доказали. Вопрос. Можно еще раз про последовательность, выбранную нами? Да. Что с такое? Так, Имеем право выбрать? да, имеем право. Да. Который стремится к стоп. Можно про m большое и существует x первое. Откуда мы это взяли? Для любого m. Отрицание, Через ограничение. отрицание, окей. Много тут разных факторов мы использовали, да, важно, чтобы они не перепутались в голове. Так, хорошо. Вторая теорема. Вторая теорема, кстати, будет доказываться похожим образом, так что мы еще раз по этой схеме пройдем. Вторая теорема. Вторая теорема Вейерштрасса.
функция непрерывна на сегменте, то она принимает на нем свое минимальное и максимальное значение. Если функция непрерывна на сегменте, то она принимает на нем свое минимальное и максимальное значение. Что хотим доказать? Существует такая точка x' из сегмента AB, что f от x' равняется максимуму среди всех f от x, принадлежащих AB. Ну и существует такое x2' из сегмента AB, что f от x2' равняется минимуму из всех f от x, принадлежащих AB. Почему этот факт не является тривиальным? Почему, если функция является непрерывной, но не на сегменте, это может не выполняться? Да? Почему это может не выполняться? Пример будет еще более простой, чем тот, который мы рассматривали для первой теоремы. Там мы рассматривали функцию единичку на x. Сейчас мы рассмотрим просто функцию f от x равняется x. Смотрите. Эту функцию рассмотрим на полуинтервале 0,1. Вот она себя так ведет. Вот определена она на полуинтервале. Достигает она на этом полуинтервале своего минимального значения? Нет. Нет, не достигает. Какую бы мы величину не взяли, какое бы значение функции не взяли, она всегда положительная, да? Всегда можно найти меньше. Всегда можно найти меньше. Не достигает до своего минимального значения. Вот инфимум, конечно, у нее есть. У множества всех ее значений есть инфимум, равный нулю. Но нет такого икса, в котором наша функция обращается в ноль. Да? Она только может неограниченно приближаться к этому нулю. А вот стоит нам включить ноль, и все будет хорошо. Она будет достигать минимальное значение, равное нулю, и это будет происходить в точке 0. Но это уже, видите, сегмент. То есть как раз это будет ситуация в нашей теории. Вот. Давайте докажем. Ну, докажем мы давайте для максимума. Докажем эту теорему для максимального. Ну, во-первых, мы уже можем пользоваться тем, что функция ограничена. f ограничена на сегменте AB по первой теореме Вейерштрасса. По первой теореме Вейерштрасса. Иными словами, ограничено вот это множество. Множество f от x, где x принадлежит AB. Ограниченное множество. Ну, x можно обозначить. Ограниченное множество. Хотя это на самом деле не x, скорее а y, да? Ну, пусть будет y. Ограниченное множество. Мы знаем, что если множество ограничено, то для него существует точная верхняя и нижняя граница. Нас интересует верх. Значит, существует некое число m большое, равное верхней границе f от x, когда x принадлежит AB. Ну, то же самое, что супремум вот этого y. То же самое, что супремум вот этого нашего y. Это число существует. Чем отличается супремум
от максимума. Тем, что максимум достигается, да, на этом уровне, да, а супремум не обязательно достигается. Так что нам осталось доказать только одно, что этот супремум достигается. Мы хотим доказать фактически, что существует такой особый x', мы уже его обозначили, что f от x' в точности равняется m. Вот если мы это докажем, то мы докажем нашу теорему. Мы докажем, что функция достигает своего наибольшего значения. Больше-то этого у нас ничего быть не может. На множество y. Вот что мы хотим доказать. И докажем мы это опять от противного. От противного. Предположим, что такого x' нет. От противного. Пусть не достигается супремум. Что это означает? Это означает, что для любого x из AB f от x не равняется m, ну, а лучше сказать, что она меньше. Меньше, строго меньше. Вот мы это предположим и получим противоречие. Из этого противоречия будет следовать, что m все-таки достигается. Рассмотрим вспомогательную функцию g от x. Какого вида? Единичка поделить на m минус f от x. Эта функция определена и непрерывна на сегменте AB. Определена и непрерывна на AB. Почему она непрерывна? Из какого факта? Смотрите, это частная двух функций. Единицы и вот эта разность. Единица непрерывна. Разность двух непрерывных функций тоже непрерывна. В теореме о непрерывности частного что мы еще требуем? Чтобы знаменатель не равнялся нулю. А он у нас не равняется нулю по нашему предположению. Это, конечно, стоит написать. Так как для любого x из AB m минус f от x не равно нулю. Ну, тут еще можно написать, что по теореме об арифметических свойствах непрерывных функций. По теореме об арифметических свойствах непрерывных функций. Итак, вот главный вывод, что функция g от x непрерывна на сегменте A. Кстати, когда мы уже получим противоречие, то будет понятно, что на самом деле, если бы мы построили такую функцию, то она не была бы непрерывной. Да? Потому что по теореме нашей найдется такая точка, в которой f от x будет в точности равна m, и поэтому в этой точке g была бы уже не определена. И подавно она себя плохо вела бы в окрестности этой точки. Вот, значит, непрерывно. Нам надо противоречие получить. Что мы делали в предыдущей теореме? Мы строили последовательность. Вот здесь мы тоже построили последовательность. Теперь мы воспользуемся свойством супремума. Не забывайте, что m это супремум. И вот как раз мы воспользуемся той частью определения супремума, которую вы очень хорошо запомнили, даже слишком хорошо, только ее и писали на колонке. Значит, m супремум равняется супремум f от x на b. Вот давайте мы эту часть вспомним, на языке эпсилон запишем. Значит, для любого эпсилон больше нуля найдется такой x с индексом эпсилон из сегмента AB,
уменьшим m, то этот x переведет функцию в величину, которая будет больше этого уменьшенного значения. Что f от x эпсилон будет больше, чем m минус эпсилон. Вот что означает, что m это супер m. Да? Картинку не буду рисовать, наверное, вы представляете, что это? Как я из этого определения построю последовательность? Видите, я эпсилон могу выбирать как хочу. Правда, тут все самое интересное происходит, когда эпсилон очень маленькая. Ну так я буду брать что? Я буду брать эпсилон равным единичке на m. Неограниченно увеличивая m. И вот, значит, эпсилон равняется единичке. Я для него получаю x1. Такой, что f от x1 больше m минус 1. Эпсилон равняется двойке. Нет, не двойке, единичке надо. 1/2. По ней, по этому эпсилон я строю x2. Такой, что f от x2 будет больше m минус 1/2. И так далее. Выбираю эпсилон равным единичке на n. По нему получаю xn. Такой, что f от xn будет больше, чем m минус единичка на n. И так далее. Строю последовательность x. Так. Эта последовательность ограничена. Все xn принадлежат сегменту AB. Все xn принадлежат сегменту AB. Значит, опять, как и в предыдущей теореме, используя теорему Бальцана-Вейерштрасса, мы можем, xn ограничено. Следовательно, по теореме Бальцана-Вейерштрасса существует такая подпоследовательность xnk, которая является сходящей. И эта c, эта точка принадлежит АБ. Эта точка принадлежит АБ. Тоже в точности по этим же самым причинам. Опять-таки, вот именно здесь мы пользуемся тем, что наша исходная функция непрерывна на всем сегменте. Значит, она, эта функция непрерывна в точке c. А самое главное, что и g непрерывна в точке c. G тоже непрерывна на всем сегменте. Так, следовательно, из того, что c принадлежит АБ, делаем вывод, что g от x непрерывно в точке c, то есть предел g от x, когда x стремится к c, равняется какому-то конечному значению g от c. Существует это значение. Дальше. Ну вот, тут я это написал, значит, я еще раз писать не буду. Последовательность xnk сходится к c. Тогда, в силу того же самого критерия существования предела для функции, тут я покороче напишу, по критерию существования предела функции в терминах последовательности, g от xnk тоже обязана стремиться к g от c, когда k стремится к бесконечности. Правильно? Вот это первый факт. Теперь давайте получим факт, который ему противоречит. Давайте посмотрим, что будет происходить в точках xnk для нашей функции g. Вот же у нас определение, да?
Вот давайте и посмотрим. Подставим x nk в нашу функцию g. g от x nk равняется единичка поделить на m минус f от x nk. А вот из вот этих вот оценок, которые мы получили при построении последовательности, можно написать вот что f от x nk больше, чем m минус единичка на nk. Ну, вот давайте мы это преобразуем. Значит, f переброшу сюда, единичку на nk переброшу сюда. Единичка на nk больше m минус f от x nk. Вот так, да? Переверну. Если я это переверну, то я получу, что единичка на m минус f от x nk должно быть больше, чем nk. Правильно? Ну, собственно, это перебрасываю в левую часть, nk перебрасываю в правую часть, вот и получаю такой факт. Да? Это в точности значение g. То есть я окончательно получил следующее, что, писать только не, что g, ну давайте это сотру, что g от x nk больше, чем nk. Вот что я получил. Теперь я, как и в предыдущей теореме, устремлю как бесконечность. K стремится к бесконечности. nk стремится плюс бесконечность. Значит, этой нашей функции тоже деваться некуда. Она стремится к плюс бесконечности. А мы только что до этого получили, что она имеет конечный предел, равный g от c. Равный g от c. Это противоречие доказывает нашу теорему, по крайней мере в отношении максимума. Так. Значит, это не выполняется. Вот, пора заканчивать лекцию. Сигнал тревоги. Перерыв.